Корова каждый день подходила к старому заброшенному колодцу и часами смотрела в его темную глубину. Никто в деревне не понимал зачем, но однажды фермер все же решился проверить. И то, что он увидел на дне, навсегда изменило его жизнь. Борис Аркадьевич, фермер из российской глубинки, всю свою жизнь прожил в маленькой деревне, окруженной полями, лесами и тихими проселочными дорогами. Ему было около 60, и почти каждый день проходил одинаково. С первыми лучами солнца он выходил во двор, кормил скот, проверял загоны, потом занимался хозяйством. Жизнь его была простой, понятной и казалась предсказуемой. Но одна странная деталь постепенно начала выбиваться из этого привычного порядка. Его старая корова по кличке Буренка. Буренка давно была в хозяйстве, еще с тех времен, когда у Бориса Аркадьевича было больше сил и меньше забот. Она отличалась спокойным нравом, но в ней было что-то особенное, какая-то настороженность, внимательность к тому, что обычно ускользает от глаз. Со временем фермер заметил, что у нее есть странная привычка, которая повторяется изо дня в день. Каждое утро Буренка уходила в дальний угол пастбища, где за густыми зарослями травы и старых кустов скрывался старый каменный колодец. Он давно уже не использовался, вода в нем считалась непригодной, да и сам колодец постепенно разрушался, покрываясь мхом и трещинами. Подойдя к нему, корова останавливалась и подолгу смотрела вниз, в темную глубину, словно там происходило что-то важное. Сначала Борис Аркадьевич не обращал на это внимания. Мало ли какие причуды бывают у животных, думал он. Может, ей просто нравится прохлада у камня, или она видит свое отражение. Однако с годами это поведение стало слишком уж постоянным и настойчивым, чтобы его игнорировать. Буренка приходила к колодцу каждый день, почти в одно и то же время, и стояла там неподвижно, будто завороженная. Любопытство постепенно взяло верх. Борис Аркадьевич начал наблюдать за ней чаще, иногда даже откладывая свои дела. И чем дольше он смотрел, тем сильнее росло ощущение, что корова чувствует нечто, чего он сам понять не может. Это уже было не просто странное поведение, это была загадка. Однажды после очередного такого наблюдения он решил наконец разобраться. Мысль спуститься в старый колодец сначала показалась ему безрассудной. Он представлял себе, насколько это может быть опасно. Неизвестная глубина, скользкие камни, холод и сырость. Но любопытство оказалось сильнее страха. Подготовившись как мог, он начал осторожно спускаться вниз, цепляясь за выступы камней и стараясь не оступиться. Стены колодца были влажными, покрытыми мхом, и с каждым шагом становилось все темнее и холоднее. В какой-то момент он почувствовал странный запах, густой, немного сладковатый, непривычный. Он становился все сильнее по мере спуска, перебивая запах сырой земли и старого камня. Когда его ноги наконец коснулись дна, Борис Аркадьевич на мгновение замер. В голове закружилось, дыхание стало тяжелым, а запах почти удушающим. Он огляделся и заметил, как из трещин в основании колодца медленно сочится темная, густая жидкость. Она была вязкой, почти черной, с маслянистым блеском, и тихо пузырьками поднималась на поверхность. Понадобилось несколько секунд, чтобы понять, это не вода. Перед ним была нефть. Потрясенный, он с трудом выбрался наружу. Сердце колотилось, мысли путались. Но одно он понимал ясно. Находка может изменить все. Уже на следующий день он связался со специалистами. Приехавшие геологи подтвердили, под его землей находится крупное нефтяное месторождение, до этого никем не замеченное. Именно трещины в старом колодце позволили нефти выйти ближе к поверхности, а Буренка, благодаря своему чуткому обонянию, все это время чувствовала ее запах. Вскоре жизнь Бориса Аркадьевича изменилась до неузнаваемости. На месте тихого хозяйства начались работы. Появились техника, люди, новые дороги. Он заключил выгодные соглашения, и его скромная ферма превратилась в источник серьезного дохода. Из обычного деревенского фермера он стал человеком с большими возможностями, но при этом не перестал ценить свою прежнюю жизнь.